Эта тема является предметом рассмотрения уже не первый год, в частности, в рамках парламентского часа. Это было буквально 3 месяца назад, когда у нас господин Чуян докладывал, и Хлопонин тоже присутствовал, и было высказано ряд нареканий со стороны сенаторов. В частности, задано очень много неудобных вопросов, которые касались и того, как на рынке появился в одночасье оператор, который сразу получил 30%. Говорилось о том, что акцизы и стоимость пол-литра водки она не может стоить сегодня столько, если она произведена добросовестно. Более того, задавались вопросы о том, что сегодня производство сконцентрировано в нескольких субъектов, и недоплата акцизов, она связана, скорее всего, с теми серыми схемами, которые идут оттуда. В частности, задавался вопрос по Карачаево-Черкесии, где не было не уплачено там или частично уплачено только акцизов, а уже они получили марок еще на 14 миллиардов. То есть правительственный час получился таким достаточно напряженным. Более того, даже был инициирован парламентский запрос в части аффилированности господина Чуяна с алкогольными компаниями. Поэтому здесь мы ждем в эту сессию уже ответы на те вопросы, которые были заданы, и надеемся, что мы их получим. Понятно, что та дорожная карта, которая сегодня разрабатывается, она на самом деле включает ряд и позитивных шагов, и мы поддерживаем все те инициативы, которые инициированы Государственной Думой в части ужесточения законодательства и по уходу от налогов, и введению статей в Уголовный кодекс, предусматривающий риск для жизни и здоровья людей от контрафактного алкоголя. С этой инициативой выступила прокуратура, и мы тоже ее поддерживаем, что здесь на самом деле надо уже ужесточать наказания, потому что случаи отравления и смертей, они сегодня это порядка 40 случаев на 100 тысяч. То есть и эта цифра, она растет, а не уменьшается. Тем более в конце прошлого года череда смертельных случаев, она тоже подстегнула к тому, что законодательство необходимо ужесточать. Но и кроме того, что понятно, это достаточно коррумпированная отрасль, которая приносит достаточно большую норму прибыли во всей, в том числе в розничной торговле. Поэтому, во всяком случае, мы надеемся, что та система ЕГАИС, которую сегодня внедряет Росалкогольрегулирование, она все-таки позволит решить проблему учета той алкогольной продукции, которая производится в России, которая продается. Ну и еще ряд там попутных вопросов, которые мы обсуждаем. Это и увеличение возраста продажи алкогольных напитков, это инициаторы этого законопроекта, члены Совета Федерации, и это исключение из техрегламента использования кофеина в тонизирующих напитков. Это тоже такая важная позиция. И третий, наверное, вопрос, он касается все-таки Евразийского экономического союза, и здесь тоже регулирование тех отношений, которые есть, в частности, с Казахстаном. Это сближение акцизных подходов, с одной стороны, но и с другой стороны тоже ужесточение контроля в отношении той алкогольной продукции, которая идет от наших соседей.